Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 8 февраля, четверг. Сегодня у нас две самые важные темы. Хотел я начать с утра, в общем-то, первым за многие месяцы успехом, который достигла Украина, или вопросом в Украине в Вашингтоне, я имею в виду голосование в Сенате по пакету помощи Украине. Но затем последовало событие, которое затмило все. Ну, вы, конечно, понимаете, вы в курсе дела. Это отставка или увольнение главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Это событие комментируют все. В Украине, естественно, я просмотрел многочисленные ведущие средства массовой информации Запада. И общая тональность, некоторые профессионалы пытаются успокоить, мол, не волнуйтесь, и в этом есть смысл, я вам потом расскажу, в чем он конкретно состоит. Но главная тема или нить в размышлениях американских, западных аналитиков вообще состоит в том, что произошло судьбоносное событие. Судьбоносное событие для многих. Это для Украины и для участвующих лиц, включая Владимира Зеленского. И я не буду вам рассказывать о всех этих реакциях различных средств массовой информации, хотя большинство из них просто превосходные в оценке. В частности, я имею в виду статью в издании The Economist. Это консервативное издание, известное сдержанными оценками, без крайностей, глубокой аналитикой. Я вам расскажу свое мнение о том, что произошло. Прежде всего, Зеленский, он заигрался. То есть, будучи актером и услышав, что ему надо в начале войны, в начале полномасштабной агрессии, что ему надо играть Черчилля, он начал играть этого Черчилля, но заигрался до такого момента, когда он перестал себя разделять с тем образом, который он играл. То есть он перестал помнить, что он все-таки не Черчилль. И вот он совершил эту ошибку. Роковую, в том числе для себя ошибку. Ведь раньше как было? Какая была ситуация? Грянула полномасштабная агрессия. Залужный, который до этого еще занимался укреплением обороны страны, то есть делом, он руководил этой обороной с момента назначения главнокомандующего. Делал это успешно. Короче говоря, он занимался делом, самым главным делом в стране. И из всех, к сожалению, основных институтов государства украинского вооруженные силы стали, пожалуй, единственной структурой, о чем мы, кстати, неоднократно с вами говорили, которая выполняла свои функции на 5. Отлично или близко к тому. Что не скажешь о других структурах, которыми руководила гражданская власть во главе с Зеленским. Так вот, пока все шло нормально на поле боя, благодаря Залужному и вопреки гражданской власти, которая вообще допустила эту так называемую неожиданную полномасштабную агрессию, гражданская власть в это время фактически нифига не делала. И последствия мы ощущаем вот только сейчас. Зеленский, как мы опять-таки неоднократно с вами говорили, он был один из немногих полезных людей в гражданской структуре власти. Почему? Потому что помимо него там еще полезных было 3 спичрайтера, которые писали ему хорошие тексты. Он их, как актер профессиональный, хорошо зачитывал. И вот такое разделение властей. То есть Залужный занимается делом, спасает страну, бьет врага, а Зеленский на этом деле пиарится. И при помощи него вся та гоп-компания, которую я часто называю опой Ермака. Но потом возникли первые трудности. Они возникли в связи с, скажем так, не провалом, а просто не осуществлением запланированных, недостижением запланированных целей контрнаступления. Бывают. Никакая война не идет идеально согласно плану. Это был всего лишь отдельный бой, но это не была проигранная кампания, это не было поражение ВСУ. Но тем не менее возможности для пиара, то есть единственное, на что была способна власть
в которой главную роль играли пиарщики, ларечники и актеры, она лишилась этой функции в воюющем государстве. То есть ей бы надо бы заниматься делом в воюющем государстве, как то, переводить экономику на военные рельсы, как это, кстати, сделала бледная Молли с Кремля. Вот она доперла это, а на Банка это не доперли. Россия сделала рывок в количестве произведенных в государственных программах производства дронов. Украина, которая на начальном этапе войны имела преимущество в этой области, во всяком случае, в количественном отношении, оказалась сзади. И если сейчас есть эти дроны, то благодаря инициативе и самоотверженности масс, но никоим образом не достижением гражданской власти. Все, за что бралась власть, все проваливалось. Процветало там в основном казнократство, доходящее по уровню до мародерства. И вот эта гражданская власть как-то себя потеряла, оказалась совершенно ненужной. А Залужный, с ее точки зрения, был виноват в том, что он перестал приносить им плоды победы, на основании которых власть могла продолжать себя пиарить. В это время серьезно ухудшилась ситуация Российской Федерации. Я неоднократно с вами обсуждал эту тему. То есть это вот просто лакмусовая бумага. Чем больше они орут, пишут, разговоры ведут по поводу великолепных достижений во всех областях там, экономики, военно-промышленного комплекса, строительства ракет и так далее. Чем больше вот этот балаган идет, и в том числе угрозы о возможности применения ядерного оружия, тем хуже на самом деле ситуация там. И в военном плане это действительно сейчас они дошли до плохой, очень плохой ситуации. Ну, как мне говорят, вот люди, которые знакомы с ситуацией на международных рынках торговли оружием. А там Российская Федерация также шустрит сейчас, как и друзья Украины и союзники, которые ищут оружие, боеприпасы для Украины. Также такие же усилия предпринимает сейчас на этих же рынках Российская Федерация. Но менее успешно, потому что западные союзники ей обрубают все эти концы. Поэтому вот вся надежда сейчас на этот мусор, который в виде боеприпасов Российская Федерация получает из Северной Кореи. Спасение великого государства российского сейчас зависит от Северной Кореи. Что-то им там удается подклепать, что-то подделать в области военно-промышленного комплекса, но отдельные кусочки, маленькие информации, которая случайно прорывается в эфир, в информационное пространство общедоступное, свидетельствует о том, что там дела плохо. Вот фанерный маршал пару недель назад пошел на предприятие, одно из крупнейших у них, которое занимается ремонтом и изготовлением бронетехники, проронил фразу, которая пошла в эфир. Вы перестаньте тут валять дурака. Вы должны были поставить эти системы вооружения еще в начале 23-го года. Где оно? То есть нету его, понимаете? Очень плохо. У них нету ТНТ, взрывчатки для производства снарядов. Со снарядами у них голод. Его немножко больше, этих снарядов сейчас, чем у ВСУ. Но не потому, что у них реально больше, а потому что, скажем так, вот это опять-таки мне говорят, те люди, которые поставляют оружие в Украину. Некоторое время, несколько недель назад, начала наблюдаться нехватка снарядов в районе Авдеевки для ВСУ. Эти снаряды в срочном порядке были поставлены союзниками и ввезены на территорию Украины. Но с тех пор Министерство обороны Украины никак не могло несколько недель дотащить их до линии фронта, до линии соприкосновения. Так же, как Министерство обороны не могло несколько месяцев дотащить одежду, которая была произведена, теплую одежду, которая произведена была Норвегией, опять-таки, до бойцов на поле боя. То есть у России сейчас, как мне говорят, ситуация хуже, реально хуже, чем у ВСУ, в том смысле, что у ВСУ есть союзники, которые, несмотря на временную сейчас заминку, которая вызвана тем, что происходит в Конгрессе США, мы к этому вернемся,
это будет все исправлено, это все будет поставлено. А вот в России дело плохо. И там все взрывается, нефтехранилище, там и все такое прочее, и предприятия военно-промышленного комплекса. Москве, Кремлю, Путину позарез нужны какие-то переговоры. И здесь мы возвращаемся к Каманскому варианту, который объясняет все, что происходит с гражданской властью за последнее время. То есть с января 2020 года, да, вот с тех пор, в общем, отсчет времени я веду буквально через месяц после этой памятной встречи в Маскате, в столице Омана. То есть пятая колонна, чем хуже на внешнем поле боя для Путина, тем больше для него имеет значение пятая колонна, будь то пятая колонна в Украине, будь то пятая колонна в Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе. Сюда же к этой пятой колонне относятся и развернувшаяся уже президентская кампания в Соединенных Штатах Америки, то, что творится в Конгрессе. Вчера я слушал только одну из передач по американскому телевидению, выступала там известная ведущая Алекс Вагнер, которая комментирует то, что происходит в Палате представителей, вообще в Конгрессе, в отношении пакета помощи Украине. Она сформулировала так. Республиканская партия лежит под Трампом, Трамп лежит под Путиным. Вот это внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, как она это все сформулировала. Ну и вот все эти тенденции, они встретились. То есть гражданской власти в лице Зеленского, ей надо было как-то найти себя, потому что переводить рейсы, экономику на военные рейсы она не может, обеспечить доставку снарядов куда надо вовремя она не может, она ничего не может абсолютно, кроме как плести интриги. Самая активно работающая структура ОПА Ермака – это трольчатник, или это выгребная яма, где працюют на уворованные из западной помощи деньги тролли и личинки пропагандистские, дезинформационные этой структуры, ну и так далее. То есть в этой ситуации, как отмечает тот же The Economist, Залужному надо было уходить, потому что Зеленский, ладно, Зеленский – это лицо, которое манипулирует. Я вот как-то сравнивал, то есть мне Ермак все больше напоминает персонаж Яго. Помните, кто не помнит, напомню, это трагедия Шекспира, Отелло, Яго, у него хозяин Отелло, Яго его ненавидит, хочет как-то так его свести с белого света, он начинает ему шептать, в общем, клеветать в отношении Дездемоны. Отелло ему верит, душит Дездемону, затем потом кончает с собой. И знаменитая фраза, значит, Мавр сделал свое дело, Мавр может умереть. И вот примерно то же самое вот отношение Ермака и Зеленского, отношение Яго и Отелло. Так вот, Залужному надо было уходить. И многие люди ушли бы на его месте, потому что, вот эта кампания утечек о том, что его уволят, что он уйдет, она подрывает, это убивало его авторитет в течение многих месяцев. Более того, еще до этого, как это все вытекло в общественное пространство, в Пентагоне, допустим, в Вашингтоне, не было никакого секрета из того, что многие месяцы, если не годы, марионеткой Ермака в управлении ВСУ был генерал Сырский. То есть ему напрямую поступали указания по стратегическим вопросам ведения военных действий из ОПА Ермака. И он, сервильный человек, будучи сервильным человеком, я имею в виду Сырского, это выполнял, не ставя в известность даже генерала Залужного. То есть была внесена полная дезорганизация в управлении вооруженными силами. Этого одного было бы достаточно в напряженной войне для того, чтобы страна потерпела полное поражение, крах. Благодаря Залужному это не состоялось. Это одно из величайших его достижений, что он не допустил этого краха в условиях, когда он сражался не только против внешнего сильного врага, что говорить-то, действительно, многочисленного, многоресурсного, но и с пятой колонной этого врага в руководстве своего собственного государства.
То есть шла дискредитация генерала, происходила искусственная дезорганизация управления вооруженными силами, ему надо было уходить. И многие бы ушли. Но, видимо, генерал, я не хочу использовать высоких слов, но таким людям надо ставить памятник, как просто, ну скажу так, слово такое, человеком, настоящим человеком. Да? Он мог бы плюнуть, хлопнуть дверью и сказать, да пошли вы все нафиг, и ушел бы. Но у него была ответственность за страну, за солдат, за свою, ну, в общем, понятно, да. Он был патриотом, то есть, как пишет тот же The Economist, Зеленский играл патриота, изображая Черчилля, а вот настоящим патриотом был именно Залужный. Ну и вот, наконец-то, это должно было разрешиться, и оно разрешилось. Я уверен, что Зеленского подставил на это дело Яго, то есть Ермак, нашептав Зеленскому, что если так дальше пойдет, ну то есть Зеленскому уже нечем заниматься. Где пиар? Раньше он Черчиллем ездил, а сейчас он ездит с протянутой рукой, его еще нафиг посылают. То есть все, полный, оплеванный. Дальше отступать уже нечего. Поэтому, значит, настучали, если так дальше пойдет, то тебя выкинут отсюда, захватит власть, Залужный, все, вот следующий президент Украины. Ну и Зеленский, будучи все-таки актером легкого жанра, а не актером-трагиком, он это все заглотил, и все это вместо интеллекта, которого оказалось недостаточно, это шло в эмоции, и все. И, как говорится, снапа понесло. То есть все это, я уверен, было задумано Ермаком, и это будет только первой частью всего марлезонского балета, потому что идея состоит в больше. Там более глобальная идея. Что дальше? То есть Зеленский себя убил просто. Это он сделал политическое харакири или сипука, назовите как хотите. То есть если раньше можно было всегда сваливать на кого-то, кто виноват, там, что не разгромлена вторая армия в мире, условно, конечно, российская армия, то теперь все. Он уволил Залужного, который якобы не верил в победу, хотя именно он обеспечил то, что страна еще существует вместе с западными союзниками, благодаря их помощи. То есть теперь уже все. Теперь надо отвечать. Ты теперь назначил Сырского, ты теперь за него будешь отвечать. Я вам больше скажу. Если раньше, я вам говорил уже только что Сырский выполнял стратегические указания на поле боя Ермака. Помните, не так давно проговорилась Безуглая о том, что у них есть стратегический план. У Безуглой, у пиаришников и ларечников. У них есть стратегический план. Вот этот план и будет выполнять Сырский. Кто такой Сырский? Согласно кадровой политике, которую мы знаем Ермака, все следы в прошлом должны вести в Москву. Сырского следы ведут в Москву. Как у Наумова, которого по телефону из ФСБ Москвы дали указание назначить первым заместителем председателя СБУ, так, наверное, то же самое по такому же телефону сейчас дали указание назначить Сырского, он был назначен. И не зря в последнее время, дни, недели, значит, появилась информация, что его, кстати, в этом обвиняли, я имею в виду Залужного, о том, что он скрывал, не докладывал всю информацию высшему руководству страны. Да потому что и не докладывал, учитывая вот эти связи с Москвой. Теперь уже все, что будет задумано в ОПе Ермака, все это по нескольким линиям будет идти в Генштаб, в СВР, в ФСБ, в Кремль, еще до того, как она начнет осуществляться на поле боя. То есть Зеленский поставлен по полной. Теперь мы должны понимать, что все, что будет теперь происходить на поле боя, это ответственность должен нести Ермак. Кстати, тут параллельно доходит информация, что он хочет, чтобы его назначили премьер-министром Украины, и якобы собрал там 222 голоса или что-то около этого. Меня спрашивают, а зачем бы это? То есть, да, сейчас ситуация у него идеальная. Он управляет государством, не неся за это никакой абсолютной ответственности. И если когда-то его притащат, вернее, Зеленского притащат в суд,
где он будет отвечать за все действия, которые он натворил за последние 3 года. И у него будет спрашивать по существу, он будет кричать: так это же Ермак. А Ермак будет говорить: какой Ермак? Причем здесь я? У меня по закону я я не был уполномочен это делать, и я этого не делал. И он будет прав, между прочим. Так вот, зачем ему теоретически может понадобиться премьер-министр, должность? Для иммунитета. Вот для того, как сейчас Трамп бьется, пытаясь доказать, что у него иммунитет от всего того, что он натворил. И не прокатил, в Америке это не прошло. Вот я вам докладывал на днях, апелляционный суд федеральный сказал, что такого иммунитета нет и быть не может. И у Ермака его тоже не будет. Поэтому я думаю, что он еще подумает, а стоит ли ему это на самом деле делать. Хотя, черт его знает, понимаете, вот за границу выйдешь, возьмут, так можно будет потрясти паспортом, кричать: я премьер-министр. Но напомню прецедент. Лазаренко, будучи формально еще премьер-министром, с дипломатическим паспортом, бежал в Соединенные Штаты и попросил убежища, и загудел за решетку, где провел 13 лет. То есть сложная у них ситуация. Все зависит от того, что будет на поле боя. Значит, что на поле боя? Опять-таки, я поговорил с людьми, с американцами, британцами, которые участвуют в оказании помощи, в тренировке, в логистике и вообще поставке различных видов вооружения в Украину. Да, сейчас есть кризис с поставкой и со стволами, гаубиц в частности, 155-миллиметровыми, потому что за все время войны Министерство обороны Украины не наладило логистику по перевозке отработавших свой ресурс стволов там, в нужное место по ремонту. Были слухи, что якобы начали их ремонт прямо в Украине, но оказалось, что это не соответствует действительности. Короче говоря, в результате бурной бездеятельности Минобороны дело напряженно обстоит. Но союзники предпринимают соответствующие усилия, и они будут успешны. То есть не будет, вот я вам могу сказать так однозначно, bottom line, как говорят американцы, вот черта нижняя, не будет такой ситуации, когда у Украины не будет боезарядов или не будет оружия, и в результате этого враг прорвет фронт и начнется там страшное наступление Раши в Украине, которым иногда грозятся из Кремля. Этого не будет. Скорее всего, ситуация улучшится, и у Украины будет для этого, да, собственно говоря, он уже есть, этот потенциал. Я вам скажу так, чтобы не заходить далеко. На основном направлении, да, критически важным для Раши направлением в войне, которое может решить все, у Украины уже есть мощнейший, которого никогда еще не было, системы оружия в количественном вооружении, в количественном отношении и по тактико-техническим характеристикам, в частности, по дальности, по мощности боезарядов. Я вам скажу, что вот этих видов вооружений только в течение этого года должно в Украине поступить до 4000 штук. С этим количеством этих видов вооружения все базы, там, дислокацию вооруженных сил Российской Федерации, скажем так, к примеру, в Крыму, можно стереть с лица земли. Поэтому наблюдаем, как будет действовать вооруженные силы Украины под новым руководством. У них есть такой потенциал. И если они не будут им пользоваться, будет возникать вопрос: а почему вы не будете пользоваться? Из Москвы не разрешает или не рекомендует и так далее. Во-вторых, что касается выдержать линию фронта. Вот будет ли такая ситуация, когда возникнет опасность, что враг прорвется? Мне говорят, что все зависит от комбатов. То есть каким бы там ни был Сырский или еще там кто-то, все зависит от комбата. Вот как поведут себя комбаты, как они себя проявят, вот это костяк сейчас, от которого решится все. Ну, то есть не все, а прочность или устойчивость линии фронта. Что касается Сырского, об этом пишет и Economist открыто. Это человек, который ненавидим в вооруженных силах Украины. То есть, это не может быть секретом для того же Зеленского и для того же Ермака. Его ненавидят солдаты, называя его мясником, который бросает массу людей в пекло, не считаясь затратами,
надо это делать, не надо там и так далее. То есть вот я, допустим, получаю множество сообщений прямо с поля боя от солдат ВСУ. Причем мне сообщают, что послать мне что-нибудь по электронной почте оттуда вот, с окопов и траншей невозможно, заблокировано. Поэтому как-то так пересылает своим друзьям, друзья пересылают мне. Ситуация очень напряженная, большое недовольство этим же Сырским, как совершенно бесчеловечным командиром. Ну, не то, что то есть человечность, то нечеловечность, это может быть неприменимо к командующему во время войны. Тут надо решать вопросы, а не проявлять сентиментальность. Но бессмысленность бесчеловечности, вот в чем вопрос. Насколько уважали Залужного, а это великое дело в вооруженных силах, в армии любого государства, настолько ненавидят Сырского. И вряд ли это укрепит авторитет Зеленского и Ермака в ВСУ. То есть они опять-таки ставят себя под удар, что можно делать только тогда, я считаю, учитывая фактор Омана, когда оттуда поступило указание исполнить. То есть все, Москва уже не может решать вопрос своими силами, ей нужно в полный рост включить пятую колонну. А я вам говорил, что давно и неоднократно, что в разные критические моменты истории появляется такая ситуация, когда спецслужбы России вынуждены палить свою самую ценную, самую долгоиграющую и самую глубоко законспирированную агентуру. Вот пришел этот момент. Дальше, что дальше? Вот лично мои контакты среди американских военных, которые знакомы с ситуацией в Украине, считают, что ВСУ должны выстоять. То есть абсурд. Украина до сих пор жива и успешно сопротивляется, имеет шансы на победу не благодаря, а вопреки гражданской власти. А теперь то же самое. Военнослужащие ВСУ должны будут сделать это не благодаря своему командованию, а вопреки оному. Вот парадокс, да? И только уникальное государство, уникальная нация может совершить такое чудо. Любые уже другие государства во время Второй мировой войны сливали воду, бежали, сдавались врагу, но только не Украина, как говорится, не дождетесь. Что дальше? Тот же «Экономист» пишет, что Зеленский создал для себя, фактически вырок, как он говорил, Порошенко, а это не вырок. Это не вырок. Вот он создал Залужного не как приговор себе, а как, я не хочу сказать, как орудие политической смерти или ангел политической смерти. То есть масса изданий сейчас считает, что путь для следующего президента Украины фактически открыт. «Экономист» только предостерегает, что появится сейчас множество игроков с большими деньгами, кошельками, которые захотят использовать генерала Залужного в своих целях. Это болезнь Украины. Да не только Украины, да. Поэтому у генерала потрясающие возможности. Он вытащил страну на поле боя до сих пор и оставляет вооруженные силы в хорошем состоянии, учитывая обстоятельства, конечно. И у него теперь есть уникальный шанс вытащить ее вообще не только вооруженные силы, а вообще страну, ввести ее туда, куда она хочет, из-за чего она оказалась в этой войне, в Европу, в западный мир. И таким образом войти в историю. Но тут нужно просто как-то так беречь генерала. И вот украинская общественность как-то должна создать такую обстановку, чтобы сберечь генерала для великой миссии, которую ему еще предстоит исполнить. Вот что, собственно говоря, я хотел вам сказать в своих комментариях по поводу отставки Залужного. Это колоссальная ошибка, не ошибка, я бы сказал, а самоубийство Зеленского. Это на грани провала операция агента Козыря.
И теперь им прикрываться нечего. То есть маски сброшены. На Западе это понимают. Прекрасно понимают, кто есть кто. Поэтому вот так эта ситуация и будет развиваться. Вот сейчас я еще хочу зачитать несколько предложений, которыми заканчивает Economist, который заканчивает Economist. Теперь он размышляет, что теперь нужно делать Зеленскому. Все, эпоха или период, когда он отделывался пиаром, закончилась. Теперь ему нужно, и Ермаку, переводить экономику на военные рельсы. Им нужно обеспечить логистику, которую Министерство обороны не может обеспечивать. Это не может обеспечить с февраля 2022 года. То есть то, что они все не могли сделать, занимаясь пиаром, теперь им надо сделать. Сваливать это не на кого. Смогут это не сделать? Ну, экономист так, мягко говоря, не знаю. Но я вам скажу однозначно, нет, не сможет. Экономист приходит в этой связи к печальному выводу. То есть теперь, не будучи в состоянии обеспечить победу, ту победу, которую требовал Зеленский от Залужного, а теперь она висит на нем, он не сможет ее обеспечить. Никак. Нет квалификации. Поэтому что ему остается делать? Ему остается идти на переговоры, которые требует Путин. И переговоры, естественно, на условиях Путина. Вот какую ситуацию загнал себя Зеленский. Повторяю, зачем мы следим? Комбаты. Вот, панове, ваша историческая миссия. Вы должны обеспечить устойчивость линии фронта. Боеприпасы, оружие будут подвезены. Все не все, но то, что необходимо для стратегического успеха, уже в основном доставлено и будет еще доставлено. Ну и будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Теперь второй вопрос. Второй вопрос касается помощи. Помощи со стороны Запада. Прежде всего США. Как я вам сказал, помощь продолжается. Несмотря на вот эту заминку, задержку в Конгрессе Соединенных Штатов, благодаря администрации там совершаются виртуозные финансовые операции. У американцев же, имейте в виду, у них есть склады с оружием, амуницией в Европе. И оттуда в какой-то степени продолжает поступать помощь. Невзирая на то, что нет денег. Каким образом? Ну, скажем так, британцы платят сейчас за это, поскольку Конгресс не выделяет деньги, с расчетом, что когда выделят, американцы вернут эти деньги обратно. В общем, вот так вот. И некоторым странам, которым Америка по некоторым статьям может заплатить деньги за другие услуги, они сейчас, вот типа Греция, даже Эквадор, маленький Эквадор, поставляют какое-то оружие Украине, американцы потом, это им восполнят. Теперь, сегодня, наконец-то, впервые с конца октября прошлого года произошел прорыв. Прорыв с отдельным пакетом помощи Украине, Израилю, Тайваню. Текст этого проекта – это практически тот же самый текст, который Белый дом внес в Конгресс еще в октябре прошлого года. И потом республиканцы туда присобачили вопрос о границе для того, чтобы это затянуть. В конце концов, когда все было готово, они убили это все. И теперь они сегодня свершилось. Решили процедурный вопрос о том, что дальше будет обсуждаться. Ситуация непростая. То есть сначала нужно его принять в Сенате. В Сенате есть группа негодяев, трампистов. Один из них Рэнд Пол, который чаще всех, наверное, из американских сенаторов бывает в Москве. Он сегодня грозился накануне голосования, что он устроит обструкцию, то есть это филибастер называется. Это такая процедура, когда человек вылазит на трибуну и начинает болтать там бесконечно. Затягивает просто время. Он собирался это сегодня сделать. Не получилось, слава богу. Затем сенатор Стив Дейнс, который приезжал в Киев, одним из первых после начала полномасштабной российской агрессии, рвал на себя рубашку, клялся в помощи Украине. Накануне голосования он призывал свою партию, свою фракцию голосовать против пакета помощи Украине, поскольку это может помешать некоторым сенаторам-республиканцам в переизбрании на следующий срок в ходе предстоящих выборов. Вот так вопросы стоят.
инсайдеры, которые освещают этот вопрос, так сказать, изнутри, считают, что все-таки предстоит еще сложная борьба, может быть, долгая борьба. Там каждый раз надо будет несколько решать процедурных вопросов, как сегодня. То есть закрывать вопрос или можно продолжать. Считается, что в конце концов Сенат должен принять эту резолюцию, то есть утвердить пакет помощи. Затем он должен поступить в Палату представителей, а там полное засилие трампистов, которые опять-таки, как ужи на сковородке, вот так вот крутятся и пытаются как-то так вот что-то сделать, чтобы и не утвердить, потому что Трамп говорит, нельзя утверждать, и в то же время, значит, не провалиться на выборах, потому что можно и провалиться, я вам сейчас расскажу как. Напомню, журналистка MSNBC, это телекомпания, одна из крупнейших телесетей, которая создана Microsoft и NBC, номер один, телекомпания Соединенных Штатов Америки, Алекс Вагнер вчера сказала, структура, так сказать, цепочка, которая влияет на вопрос о помощи Украине. Республиканская партия лежит под Трампом, Трамп лежит под Путиным. Вот что надо преодолевать. В этой связи ожидается, что все-таки поступит в Палату представителей. Палата представителей Джонсон, спикер, с колоссальными полномочиями, трампист. Что по этому поводу пишет сегодня The Economist? The Economist, опять-таки, это консервативное издание, которое близко к республиканской партии. Заголовок: «Республиканцы помогают Владимиру Путину. Их цинизм в отношении Украины ослабляет Америку и делает мир менее безопасным», то есть более опасным. Реально, это не какая-то левацкая газетенка, это уважаемое во всем мире издание, причем консервативного толка. Их цинизм делает Америку слабее и делает утешение или приносит радость врагам Америки. Они саботировали свои собственные политические приоритеты, чтобы навредить президенту Байдену и, наоборот, сделать подарок кандидату Трампу. То есть вот эта партия Рейгана, которая всегда славилась тем, что она думала прежде всего о национальных интересах США, теперь она ставит на первое место желание своего этого оранжевого Дони стать президентом, чтобы избежать тюрьмы. Это становится выше, чем приоритеты национальной безопасности. Об этом пишет Economist. Ущерб, нанесенный республиканцами, выходит далеко за пределы Америки. И тут вот объясняется, что такое, что происходит. Убив законопроект о границе, куда входила также Украина, они отбросили назад дело Украины, которой срочно нужны деньги и оборудование для защиты от вторжения русских. Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-нибудь альтернативная идея финансирования не просочится через комитет Конгресса, который возглавляет республиканцы. Им нужны боеприпасы прямо сейчас, пишет Economist. Далее говорится о том, что замедление поддержки Украины вредит не только Украине, но оно вредит союзникам Соединенных Штатов по всему миру. И если дядя Сэм не поддержит своего демократического союзника Украину, которая защищается от вторжения тирана, который, к тому же, является самым воинственным геополитическим врагом Запада, то что толку от американских гарантий безопасности странам Балтии, Тайваню или Ближнему Востоку? Вот такие мощные слова, которые Economist, да и вообще не слышал никогда нечто подобное в адрес партии Рейгана. И окончание, последний, так сказать, аккорд. Республиканцы в Палате представителей, несомненно, поздравляют себя с тем, что, убивая помощь Украине, они усложняют жизнь господину Байдену. Но если бы они задались целью навредить Америке и помочь Путину, им вряд ли удалось бы сделать это лучше. Таким образом, Economist говорит теми же словами, что я вам только что прочитал, сказала телекомпания MSNBC. По этому поводу несколько кратких, но очень мощных мыслей. В Твиттере бывший посол США в Москве Майкл Маккол
пишет, комментируя вот поведение конгрессменов, республиканцев. Миллионы американских избирателей имеют восточноевропейское происхождение. Имеется в виду американцы, которые получили гражданство, эмигрировав из стран Восточной Европы. А их много. Украинцев одно. Сколько? Все страны Балтии, Польша, ну, в общем, так далее. Так вот, миллионы, пишет Маккол, американских избирателей. Они проживают и голосуют в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин. А тут ему в комментариях добавляет, я бы еще добавил Огайо и весь промышленный Средний Запад. То есть миллионы американских избирателей, которые наблюдают сейчас, что вытворяют представители республиканской партии в Конгрессе, ставя под угрозу безопасность их исторической родины, должны принять правильное решение и проголосовать соответствующим образом на предстоящих выборах. И есть уже, поступает информация, что рейтинг представителей республиканской партии, прежде всего в Палате представителей, летит вниз. Надо вычистить от этой нечисти высшие государственные органы Соединенных Штатов Америки. Это не партия уже Рейгана. Вот по поводу этого Дональд Туск, кстати, Макфол сделал этот пост в ответ в комментариях к заявлению, которое сделал премьер-министр Дональд Туск сегодня. Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки, он к сенаторам, про этих он уже, которые на порядок хуже, чем сенаторов, я имею в виду конгрессменов, он даже не обращается. Так вот, уважаемые сенаторы-республиканцы Америки, Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, должно быть, ворочается сегодня в своей могиле. Позор вам. Точка. Такая вот, господа, ситуация. Враг пошел ва-банк, пятая колонна. Они же себя и подставили. Теперь в отношении них летят вот эти стрелы, на них сыпятся гроздья гнева, и они это чувствуют, и они начинают выглядеть все более и более жалко. В том числе это касается и малыша Карлсона, который поехал, значит, сделать интервью Путина. И сейчас на волне этого всего, ну ладно, покажут это интервью, ну и что из этого? То есть позитива я мало вижу, потому что Карлсон, он не является лидером моральным или каким-либо другим лидером. Вот человек, который знает его неплохо, я сегодня с ним говорил, он рассказывал мне, что его мечта с детства была быть этим самым, где-нибудь в шоу сниматься, развлекательным шоу в Голливуде. Ну, вести какую-нибудь развлекательную передачу. То есть опять шоу-бизнес. Вот его, значит, великая мечта была. Он не интеллектуальный лидер, не моральный лидер. То есть толку, по большому счету, как операция влияния интервью Путина будет минимальная. Но за это, значит, он попадет, имеет все шансы попасть под санкции Запада, прежде всего, значит, Западной Европы, его возможности по операциям денежным, в том числе в пользу людей из окружения Путина, значительно уменьшится. Ну и Путину на гребне от этого интервью вспомнят все, потому что тут, конечно, Карлсон рассказывает, что это журнализм взять интервью у Путина. Я не склонен оценивать это как журнализм. Это не журнализм, это попытка отбелить кабеля. То есть попытка изверга рода человеческого представить нормальным человеком. Значит, это не пройдет. Еще раз, господа, подвожу итог под всем этим. Украина, нравится, не нравится, но это факт, оказалась в центре предвыборной кампании Соединенных Штатов Америки. Я вам говорил некоторое время назад, что она уже сыграла пару раз неординарную, скажем, роковую роль в политической жизни президентов Соединенных Штатов. Буш-старший, затем тоже Трамп. И она может сыграть решительную роль, важную роль в определении того, кто будет следующим президентом США. И, думаю, будет, как предполагает Майкл Макфол, справедливо, если украинских или
американских граждан украинского происхождения или происхождения из любой другой страны, Восточной Европы или вообще Европы. Потому что вот эти, дружба между Трампом и Путиным, она несет с собой угрозу всему миру, даже тому же Тайваню. Даже я им рассказывал, на прошлой неделе посол Тайваня в Вашингтоне говорил представителям власти Соединенных Штатов Америки, что лучшее, что вы сейчас можете сделать для обеспечения безопасности Тайваня, это профинансировать помощь Украине. То есть лозунг «Здравомыслящие люди всех стран, имеющие гражданство Соединенных Штатов Америки, которые пойдут голосовать в ноябре месяце, помните, что происходило, и уберите эту всю нечисть, которая примазывается к партии Рейгана с их теплых мест». Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Видите, масса бурных событий, будем следить. Бой продолжается, и мы обязаны в нем победить. Другого выхода у нас нет. Поэтому, как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Вам, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.